Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания винограда. В этом видео я вам покажу результат укоренения черенка винограда, который я поставил укореняться в декабре. Сейчас конец декабря, сегодня 26 декабря. Прошло 3 недели, появились, вначале раскрылась почка, глазок, и вот буквально 2 дня назад появились первые корешки, и вот сейчас вот такой вид они имеют. Самое время посадить данный черенок в грунт. Повторюсь, что это черенок экспериментальный, это очень ранние сроки для укоренения. Видите, насколько бледные у него листья. Это плохо. Это значит, что растение недополучает солнечного света. Естественно, сейчас день короткий. И этот черенок стоял недалеко от окна, не досвечивался искусственно. И поэтому у него вот такой вот бледный вид. После того, как я его пересажу в емкость, в дальнейшем сейчас я вам все расскажу и покажу, как я это сделаю. Дам несколько полезных советов и рекомендаций. Конечно, я скажу вам, что этот черенок я буду досвечивать, и это неудобно. Досвечивать я его буду в течение примерно 12 часов, начиная, скажем так, примерно с 8 утра и до 8 вечера этот черенок, саженец уже можно сказать, будет стоять под лампой. Лампу я буду использовать обычную светодиодную, 4000 кельвинов. По мощности она будет, думаю, что 10-ваттная, может быть 15-ваттная. Соответствовать будет, это будет диодная лампа, но соответствовать по мощности она будет примерно 100-ваттной лампе накаливания. Такие лампы недорогие, в районе 100 рублей, можно купить в любом хозяйственном магазине. Можно также использовать фитолампы, но с ними надо быть аккуратными, потому что среди них много подделок, не каждая фитолампа будет хорошо работать, а стоят они достаточно дорого, дороже, чем обычные светодиодные белые лампы. Поэтому, если у вас бюджет не слишком свободный, то рекомендую вам гарантированно досвечивать с хорошими результатами обычно светодиодной лампы 4000 кельвинов. Итак, данный черенок стоял у меня в баночке с водой. 3 недели он укоренялся. И я его вам уже показывал в своих прошлых видео. Вы можете это видео посмотреть. Там я вам рассказывал о том, какие методы для ускорения прорастания, появления корней, для раскрытия глазка можно использовать при укоренении виноградных черенков на воде. Баночки с водой. Метод простейший, его используют многие, но немногие, точнее не все знают, как этим методом пользоваться на все 100%, чтобы он вас не разочаровал, и в любой ситуации с любыми черенками у вас был хороший результат. Повторяться я уже не буду о том, как правильно укоренять виноградные черенки. Сегодня у нас тема про посадку. Сразу перейду к емкости. Смотрите, какой я взял горшок. Горшок покупной, подписан он белым маркером, название сорта. Маркер называется маркер для сварщиков, также можно купить в любом хозяйственном магазине, не смывается водой и не выцветает. И хорошо видно название на черном горшке. Итак, вот сразу вам покажу емкость. Это емкость 2-литровая. Многие виноградари используют для посадки виноградных черенков 500-граммовые одноразовые пластиковые стаканчики. Я такой опыт имел. Это мне совершенно не понравилось. Как-то я сажал виноградные черенки в 500-граммовые стаканчики. Росли они у меня плохо, им не хватало грунта, их легко было залить и легко пересушить. Развивались очень плохо, и в дальнейшем я их все пересадил вот в такие горшочки. Рекомендую вам не скупиться, если вы хотите вырастить хороший посадочный материал, хорошие саженцы, лучше купите такие горшки. Если у вас совсем ограничен бюджет, берите, обрезайте верхушки у 1,5-литровых
бутылок пластиковых, от воды, либо от молока. И их используйте, естественно, сделав дренажное отверстие. Не сажайте виноградные черенки в грунт, в объем грунта менее 1 литра. 2-литровый горшок – оптимальный вариант. Саженец будет себя хорошо чувствовать и корневой системе будет куда развиваться. В таком горшке залить саженец винограда крайне сложно, в отличие от маленькой емкости, соответственно, и пересыхать он в нем не будет. Хороший отток идет через нормальные дренажные отверстия. Вот такой вот горшок, емкость для посадки саженцев, вегетирующих саженцев я рекомендую использовать. Также я приготовил удобрение комплексное минеральное, но о нем чуть попозже. Его мы будем добавлять в грунт при посадке черенка. Грунт я также уже подготовил. Это обычная земля, покупная. Обычная в смысле для рассады. Единственное, вот видите, вкрапление это агроперлит. Небольшое количество. Здесь его порядка, наверное, может быть около 5% перлита добавлено в грунт для того, чтобы грунт был более рыхлым, воздуха и водопроницаемым. Это очень важно при выращивании виноградных черенков. Рекомендую вам добавлять в грунт примерно 5-10% агроперлита. Вот грунт, несмотря на то, что легкий, на торфяной основе, все равно я всегда добавлять стараюсь агроперлит для разрыхления. Итак, в горшок насыпаю небольшое количество грунта. Делаю это руками. Конечно, удобнее, когда большое количество саженцев, делать это с помощью специального совочка. И смотрите, вот добавил я примерно, может быть, вот такое количество грунта. Это 1/4 от высоты горшка. Теперь я аккуратно устанавливаю черенок. Вот обратите внимание, еще раз вам показываю корешки. Бывают слишком переросшие, уже сажают переросшие по корням черенки, и корни часто обламываются. Вот смотрите, вот эти корешки виноградные, они очень хрупкие, с ними надо быть очень аккуратным. Итак, беру черенок, придерживаю одной рукой, опускаю практически до самого низа и начинаю немножко подсыпать грунт. И вот сейчас, когда у меня черенок уже вот самостоятельно держится в горшке, я добавлю небольшое количество удобрения. Удобрение минеральное. Это осмокот длительного действия. 5-6 месяцев оно будет работать в этой емкости. Ну, примерно столько же времени, наверное, будет и находиться черенок в этом горшке, пока не будет пересажен на постоянное место. 1 чайную ложечку на 2 литра я добавляю. В чем плюс данного удобрения? Это не реклама, вы можете использовать любое другое, которое вам понравится. Вот почему мне нравится вот именно это удобрение, потому что оно имеет длительный срок действия. Гранулы не обжигают корни, стоит оно дорого, но при этом я его использую ежегодно при посадке черенков, укоренившихся гортензий, роз, винограда, ежевики. Вот привык его использовать, и пока что я для себя еще не нашел более лучший либо дешевый вариант. Вот стоит такое удобрение достаточно дорого, но его хватает на большое количество саженцев. Добавил удобрение, оно будет примерно в корневой зоне находиться. И в дальнейшем черенок, саженец точнее уже, не нужно будет ничем дополнительно подкармливать. То есть этого ему удобрения, то, что я положил, вполне хватит на весь период его роста до момента пересадки на постоянное место. Смотрите, ничего не утрамбовываю, лишь только вот слегка так вот можно немножко нажать. Грунт должен быть рыхлым, воздуха и водопроницаемым, как я вам уже раньше говорил. Обратите внимание, запомните то, что виноградные саженцы, вегетирующие, очень капризны, особенно в период начала молодых корешков.
роста, когда у них только идет развитие, вот эти белые молочные корешки, они очень легко загнивают при заливе водой и при переохлаждении. Это также важно. Температура нахождения данного саженца, ну и вообще любого саженца винограда при выращивании в домашних условиях должна быть примерно плюс 20 градусов. Более низкие температуры способствуют замедлению роста, поэтому не рекомендую в холодных условиях держать и при избыточном поливе. Поливать я его буду примерно один раз в неделю, понемногу. И, как я вам говорил ранее, в начале ролика обязательно буду его досвечивать. Полив я осуществляю сверху обычной лейкой. На такую емкость примерно я добавляю около 100-150 граммов миллилитров воды раз в неделю. Но это средние значения, это я вам рассказываю по своему опыту. В ваших условиях и при использовании других емкостей, конечно, значения могут быть другие. Это приходит уже с опытом, но рекомендую вам лучше, если вы будете выращивать саженцы, лучше их немного не долить, даже подсушить. Тут ничего страшного, виноград достаточно засухоустойчивое растение, а вот перелить и потом спасти саженец с загнившими корнями будет достаточно сложно. Кстати, тут у меня в уголке стоит баночка, это корень имбиря. Но это тема следующего видео. Буду его сажать в горшок и в дальнейшем пересажу в теплицу. Если вам эта тема интересна, подписывайтесь и увидите дальше ролики про имбирь. Не только про виноград, но и про другие растения. Итак, первый раз полить можно немного пообильнее, так как у меня грунт достаточно сухой. Я примерно 150 граммов, 150 миллилитров, может быть чуть побольше, вылью в емкость с саженцем. Ну и обязательно, вот видите, должен быть поддон, чтобы лишняя влага, вода стекла, ушла. Я ее потом из поддона вылью, ну и поставлю данный саженец под искусственное освещение. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. У нас есть чат, где мы обсуждаем вопросы выращивания различных растений, делимся фотографиями и своим опытом. Хороших вам урожаев!